Друзья мои, всем доброго дня! Вы на канале Акер Механик. Сегодняшнее видео посвятим очень популярной у вас, друзья, теме. Можно ли менять масло, которое залито производителем, скажем так, на заводе? Можно ли увеличивать вязкость масла для вашего двигателя? Многие, к сожалению, проявляют некую такую, ребят, узколобость, потому что существует мнение, что менять масло ни в коем случае нельзя, и я остановлюсь на этих моментах. Я все предметно расскажу, не просто на словах, чтобы вы, как говорится, не верили мне на слово, а покажу предметно, почему менять вязкость можно и когда, и как определить, какое масло и какой вязкостью можно залить в ваш автомобиль не для ущерба для его конструкции и ресурса. Погнали! Итак, друзья, все вы прекрасно знаете, что на большинстве современных автомобилей, как правило, производители сейчас рекомендуют заливать малозольные, низковескостные масла. А это 5В20, 0В20, 0В30, 5В30. Как правило, все. И, как правило, все это сопровождается long life. Допуски там, как правило, очень мало серы, очень маленькая зольность и очень среднее, скажем так, щелочное число. Что такое щелочное число? Я думаю, это вы знаете. Это способность масла промывать ваш двигатель изнутри от продуктов горения. Так вот, друзья, почему я рекомендую, если у вас залито с завода 5В30, заливать 5В40, а то и в некоторых случаях 5В50. В первую очередь, друзья, я вам говорил, самое главное и самое первое, что после этого вы можете, в принципе, дальше не смотреть. Масло для вашего двигателя подбирается не по вязкости, не 5В40 вы должны смотреть. Вы должны подбирать масло для своего двигателя, для своего автомобиля по допускам, которые есть в этом масле. Потому что масло одной и той же вязкости, допустим, 5В40, для разных брендов и для разных автомобилей отличается, причем существенно, своими характеристиками. Допустим, приведу конкретный пример. Вот масло 5В40, в данном случае это VSI, да, вот, для автомобилей, в частности, Volkswagen, Mercedes, BMW. Вот. У него кинематическая вязкость при 100 градусах составляет 14 единиц. Такая же точно вязкость для автомобилей, например, Toyota, Honda, Nissan составляет в районе 10-10,5 единиц, потому что у них другая конструкция шатунно-поршневой группы. Это раз. Второе, друзья, я вам отмечу, что когда вас убеждают некоторые недоблогеры, недоэксперты, когда они говорят, что если вот они показывают поршень, в котором существуют масляные каналы. Также у нас каналы проходят, естественно, все это качает масляный насос. Вот. Также это относится к опорам и постелям распредвалов, что эти каналы не справляются с более густым маслом. Так вот, друзья, я вам хочу сказать, что все вот эти утверждения вот таких вот псевдоэкспертов не соответствуют действительности. Я вам объясню почему. Самое первое, начнем с самого главного. Якобы большая нагрузка на масляный насос. В любом масляном насосе, даже старых автомобилей я коснусь отдельно, существует такая вещь, как клапан сброса давления. То есть в каждом масляном насосе есть клапан, который при избыточном давлении открывается и нормализуется, так сказать, давление в вашей масляной системе. То есть масляному насосу ничего не будет, если только у него какой-то конструктивный недостаток. Далее, по поводу поршней и масляных каналах в юбках поршней. Вот такие вещи могут утверждать только абсолютные дилетанты в устройстве шатунно-поршневой группы и вообще работы масляной системы в автомобиле. Вот эти вот масляные каналы, которые в поршнях, они, скажем так, вы же, меняя масло, например, 5В30 на 5В40, не меняете же ее вязкость в 2 раза. Просто я проведу пример. Есть основные допуски, то есть IP, например, там SN, ECF, самый распространенный допуск, да. Потом ASIA, там A3, A4, B4, B5, там есть, вот, например, на более новых автомобилях, которые Евро 6. И так называемые допуски производителя.
Есть масла, на которых допусков производителей нету, но есть допуски по IP, то есть это американская система допусков. Вот, например, старые автомобили Toyota, как я вам, или Honda, у которых с завода масло, в принципе, сейчас даже по допускам рекомендуется 5W30, да, но на этом масле Toyota и Honda жрут масло. Хотя допуск очень старый и вообще там очень древний. Так вот, заливая масло, например, 5W40 или 5W50, вы вообще избавляетесь от какого-либо масложора. Все увидели, что я купил себе Toyota RAV4 как второй автомобиль. У нее, естественно, как я рассказывал в видео про этот автомобиль, был масложор. Где-то литр-полтора на 1000 километров, пока я его гнал с того города, где я его купил. Вот. После того, как я поменял масло на 5W50, я уже проехал 1500, он ни грамма масла не сожрал. Вот вам и разница. А просто потому, что залито более современное масло, которое соответствует всем требованиям, по допуску для этого двигателя оно подходит. И неважно, какая у него залита вязкость. Если у вас есть допуск по вашей квалификации, то вы можете смело лить любую вязкость, которую захотите. Дальше вы упираетесь только в температурные характеристики этого масла, которые вы эксплуатируете, например, зимой. Понятно, что какой-нибудь там 10W60 зимой заливать не стоит. Потому что, смотрите, например, масло 5W30 и 5W40, сравним его разницу. То есть 5W30 при 100 градусах вязкость 12, там 12,5 у хороших масел. При 40 градусах такая же вязкость, например, где-то в районе 70 у 5W30 и в районе 85 у хороших масел у 5W40. Так разница вообще практически минимальна. Но вот эти вот копейки в то же время влияют на масложор как на таковой. Что касаемо шатунно-поршневой группы, дело не в размере масляных каналов, дело в тепловом расширении и в допусках, которые составляют пара блок цилиндров поршень. Вот из-за этого очень важно соблюдать и подбирать масло по допускам, а не из-за того, какие масляные каналы находятся в поршнях. Маслосъемному кольцу реально все равно, какой вязкости масла снимать со стенок блока цилиндров. Что она будет 5W30, что она будет 5W40 или 5W50. Я вас уверяю. А вот тепловое расширение, которое происходит при нагреве, и когда поршень увеличивается в размере, вот это уже совсем другое. Теперь, что касаемо экстремальной замены вязкости, например, на масло 5W50. Стоит ли его лить? Смотрите, например, по сравнению с низковязными маслами 5W30, да, конечно, разница в вязкости на рабочих температурах, такие как, например, 40 градусов, да, на 40 градусов вязкость масла 5W50 составляет где-то примерно 130 единиц вместо 85, да, или там 70 у 5W30, да. При 100 градусах она составляет примерно, например, есть масла, у которых вообще спортивные масла, у них там вязкость составляет больше 20 единиц. А, например, такое масло, как Mobil 1, вязкость составляет где-то 16,5. И поэтому оно реально подходит для автомобилей, у которых большой пробег. И поэтому они его квалифицируют как масло Peak Life, то есть вторая жизнь автомобиля, то есть его можно заменять, и путем увеличения вязкости вы снижаете и износ, и маслопотребление своего двигателя. В итоге, подытожим, друзья, если вы все-таки не верите и опасаетесь с перехода с менее вязкого масла на более вязкое, то еще раз вам повторяю, подбирайте масло не по вязкости, а по допуску к вашей модели вашего двигателя. И тогда вы будете спокойны. Подбирайте под свой бренд, под свой автомобиль и заливайте любое масло, любой вязкости, которое вы хотите. Ну а с вами был Акер Механик. Надеюсь, все разъяснил. Подписывайтесь на канал, заходите в мой Инстаграм. Всем спасибо и до новых встреч, друзья.